Добро пожаловать! Сегодня мы поговорим о феномене, с которым сталкиваются все публичные личности. И не только они, но и любые люди, которые попадают в медийное поле, о хейте и о буллинге. Что уж говорить о лидерах целых государств. Они сталкиваются с самыми агрессивными ругательствами и обзывательствами в свою сторону. Но вот что интересно. Буллингом занимаются не только люди, обычные в интернете или сидя у себя дома, но а также целые государства. Одним из самых ярких примеров буллинга на государственном уровне является Северная Корея. И сегодня мы поговорим, почему руководство КНДР использует самые изощренные и самые яркие ругательства в отношении других государств и в отношении лидеров других государств. Сегодня мы обсудим причины такой агрессивной и изощренной дипломатии. Является ли это частью психологической борьбы, или же это попытка доказать свою силу или независимость, или же это риторика, направленная на внутреннюю аудиторию. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению, предлагаю устроить небольшой интерактив и поугадывать, какие обзывательства были предназначены для кого или для каких стран. Так, начнем с самого популярного. Старый маразматик. Ну, это Дональд Трамп. Это стабильно, это в 2017 году. Впрочем, американцы, точнее, конкретно он, или те, кто вели его твит, отвечали тоже довольно не так, но довольно забористо. Это было интересно, когда они друг другу нос разбить грозились. Было дело. Было. Так, кому обычно используют обращение «ведет себя как гангстер»? Ну, это кто угодно, и обычно это американцы, конечно. Иногда реже могут быть южнокорейцы. Кто зачастую бывает империалистической марионеткой? Это всегда стопроцентно южнокорейцы. Ну, может, иногда о каком-нибудь там другом неприятном третьем государстве небольшом, ну, там, я не знаю, там, Южный Вьетнам полвека назад. Но в основном это, конечно, Южная Корея. Сейчас будет чуть-чуть посложнее. Кого руководство Северной Кореи обзывало политическим карликом или политической коротышкой? Ну, японцы. Один из вариантов японцы, потому что в традиционное корейское ругательство для японцев это, ну, не буду повторять его, хотя по-русски говорим, это, условно говоря, рабы-карлики. Но просто когда 2000 лет назад корейцы увидели японцев, точнее китайцы реально, китайское это слово, увидели японцев, им показалось, что японцы низкого роста, ну ниже китайцев. Отлично. И какое обзывательство, на ваш взгляд, самое распространенное? Ой, значит, гангстеры, собака, точнее сукин сын. Затем, ну это универсально, это кто угодно. Пожалуй, что еще? Ну да, конечно, воинственный маньяк, там маньяк войны, поджигатель войны. Ну так, наверное, еще много найдется. Но вот так сходу приходит. Да, наверное, собака и марионетка это самое. Да, марионетка. Но марионетка очень узкоспециализирована, не только южнокорейцам. А собакой можно назвать кого угодно. Ну, еще часто используют империалисты не только по отношению к Соединенным Штатам, но и к Японии. Империалисты – это вообще все, кто нам не нравится. Да. Но тут и сложный вопрос. В русском политическом дискурсе фашистами называют тех, кто тебе не нравится. Причем тут часто можно видеть группу ведущих интенсивную политическую дискуссию, переходящую в легкий мордобой, иногда с применением огнестрельного оружия, в ходе которой обе стороны называют друг друга фашистами, искренне уверены, что они-то антифашисты, а другая сторона ну чистые фашисты. Так что здесь империалисты это такая вот универсальный термин. Хорошо, давайте тогда разбираться, почему руководство Северной Кореи выбрало такую дипломатическую риторику каждый раз, когда хочет показать свое недовольство или выразить свою обеспокоенность чем-то связанным. Почему именно такие изощренные обзывательства и ругательства? Ну, как выразился один высокопоставленный северокорейский дипломат в частном разговоре, это наше средство вербального сдерживания. Но я думаю, что это не совсем так. Скорее всего, все-таки основное – это внутренняя аудитория. На международной арене, честно говоря, выглядят они комично, и будучи людьми очень неплохо образованными, здравыми, очень ответственными и очень умелыми, они, конечно, это понимают. Я имею в виду дипломаты. Скорее всего, тут
дело во внутренней аудитории, когда нужно, так сказать, наэлектризовать аудиторию, показать, что вот в данный момент вот этих надо ненавидеть, но почему бы не ругнуться. Кроме этого, у народа, у широких народных масс создается впечатление, что вот мы круты, раз так ругаемся, наверное. Это тоже хорошо. То есть я думаю, что вот эта вот риторика, она абсолютно на внутреннюю, ну, в основном на внутреннюю аудиторию, и она, к сожалению, создает, ну, скажем так, превратное впечатление о северокорейской дипломатии. Потому что я бы сказал так, северокорейская дипломатия, северокорейская дипломатическая школа, наверное, одна из лучших в мире. Одна из лучших в мире. Они ухитряются, играя с минимальным набором карт, продавливать свои интересы, не имея, в общем, ну, буквально с пустыми руками или почти пустыми руками. Очень хорошее понимание особенностей поведения, мировоззрения их противников и союзников. Это всегда у них было очень хорошее понимание. Плюс, конечно, ну, поскольку мы имеем дело реально с абсолютной монархией, где вот сейчас, видимо, скоро будет у нас принцесса четвертая, Ким четвертая. Я понимаю, что фамилия, Ким это фамилия, но вот как-то все-таки хочется их так номеровать, вождей великих и маршалов. Так вот, могучей республики. Так вот, если посмотреть на это, то они способны на очень долгосрочное планирование. Тут такая вещь, что демократии, они, в общем, ограничены. У них горизонт планирования, ну так, до следующих выборов, ну максимум на пару избирательных циклов. Нормальные авторитарные, ненаследственные режимы, там чуть получше, но там тоже много всяких факторов. Северокорейская дипломатия способна планировать на очень большой срок. Люди, которые занимаются тем или иным направлением, это люди, которые, ну, всю жизнь этим занимаются. Они очень хорошо, очень редко меняются люди на ключевых постах. В там, Америке, там, допустим, в Южной Корее, ну, в Южной Корее министр иностранных дел, он политически живет года 2. То есть обычно за одну администрацию меняют, ну, 2-3 министров иностранных дел. 2 года такой вот средняя ожидаемая продолжительность политической жизни у министра иностранных дел на юге. На севере, ну, надо было посмотреть, интересно, посмотреть цифру, легко считается. Но я думаю, это получится лет 10-15. Поэтому, соответственно, способность к долгосрочному планированию четко. Короче говоря, они мастера. И то, что они периодически издают такие звуки, которые иностранные журналисты очень любят цитировать, и они выглядят, в общем-то, честно говоря, довольно придурковато, если честно, это во многом вводит читателей в заблуждение. Потому что мы говорим о мастерах, а вот эти вот выкрики, это в основном для внутреннеполитических целей. Да, наверняка это больше для внутренней аудитории, которая верит, что если наше государство может позволить себе так обращаться с лидерами других стран, то значит наше государство довольно могущественное, довольно сильное и, в общем-то, независимое. Но в самом начале вы сказали, что это даже как-то может быть направлен на политическое сдерживание. Что вы имели в виду? Ну, это шутка, это могла быть шуткой довольно известного человека, не буду называть имени, но в любом случае показать, как я понимаю, еще собственную, так сказать, агрессивность, если хотите, и непредсказуемость. Потому что особенность северокорейской дипломатии, это постоянно создается, ну, вот то, что когда-то Никсон говорил о безумце, о том, что нужно притворяться безумцем, тогда тебе все будут бояться. Замечу, это говорил американский президент о себе в связи с Вьетнамской войной. Он рассчитывал напугать вьетнамцев своим якобы безумием. Вот. И северокорейцы сознательно работают над созданием своего образа как непредсказуемых, иррациональных людей, которые могут в любой момент тут мыло едят и кого угодно перекусают со страшной силой. Это абсолютно не так, повторяю. Это блестящая макиавеллистская прагматическая школа. Они крутили Россией, то есть Советским Союзом в тот момент, крутили Китаем, крутили кем угодно, имея очень мало козырей. Причем крутили так, что
крутимый, манипулируемый, в общем, отлично понимал северокорейскую игру, но они ставили его в такую ситуацию, что было проще поддаться северокорейскому давлению и сделать то, что северокорейцы от тебя хотят. Другие альтернативы, они еще хуже были. И вот эту ситуацию часто либо создавали северокорейцы, либо когда она возникала, они ее мгновенно четко использовали. То есть это мастера дипломатии. Но в любом случае, в качестве дополнительного слоя, вот такое вот представление о непредсказуемости, периодические сообщения о том, что мы сейчас весь мир в труху, там в ядерный щебень, причем это все необходимо с максимальным подвыванием, ударами в грудь. Но человек потом, естественно, произносящий это, он в это особо не верит. Ну и никого он просто так без крайней на то необходимости в ядерный щебень превращать не собирается. Но сказал, все подумали, какие же ненормальные. Лучше с ними не связываться. Ну, этого и требовалось. А не создается ли ощущение, что в последнее время из-за такой довольно агрессивной риторики южнокорейские СМИ тоже начали вести агрессивную риторику в отношении Севера, и создается ощущение, что как будто бы в настоящий момент напряжение на Корейском полуострове настолько высокое, насколько оно было буквально вот перед началом как раз Корейской войны? Ну, напряжения особого нет. И это видно в связи с забросом, скажем так, воздушных шаров с мусором и фекалиями. Интересная история. Но вернусь к вашему вопросу. Я бы не стал говорить, что бедные южнокорейцы так вот реагируют на северокорейскую провокацию. Тут все интереснее. Во-первых, главным источником вот этой визгливой, я бы сказал, и риторики, в данном случае я говорю визгливая южнокорейская, ну и северокорейская это вообще не прекращающийся визг на высокой ноте. Так вот, является, конечно, не какие-то СМИ, которые в общем ведут себя достаточно спокойно. Ну, правые, поддерживающие нынешнюю власть, они жестко относятся к Северной Корее. Левые, которые в оппозиции, очень мягко. Некоторые там и есть просто пропхеньянские издания, которые рассказывают им, как там все хорошо и как нужно понять их, и вообще, что в глубине души северокорейцы очень хорошие руководители. Такие тоже есть. Но в любом случае вот эти вот выкрики нечленораздельные, они в основном-то исходят из нынешней южнокорейской президентской администрации. И если вы посмотрите на официальный, так сказать, диалог, если это слово здесь применимо в данном случае, то вы увидите, что зловещие выкрики звучат сейчас с обеих сторон. И когда там министр министр обороны, в конце прошлого года дело было, 2023 года, Южной Кореи Син Вон Сик в интервью там фактически говорит, что вот в данный момент наш спецназ отрабатывает способы убийства Ким Чен Ына, вот прямо вот сейчас, вот мы тут говорим, а потом, значит, мужики тренируются. Вот, но это тоже, так сказать, вполне в духе северокорейских плакатов, где изображены, значит, ядерные заряды, которые сыплются на всех вокруг. Так что я думаю, что это особенность, опять-таки, тоже немножко хотят показать жесткость своей базе поддержки. База поддержки в Корее у правых это процентов 20-30. Вот этим суровым людям, в основном либо в очень возрасте старичкам, либо наоборот очень молодым, потому что сейчас в Корее молодежь резко уходит вправо. Корея это страна очень, ну не очень, но сильно проверяющая молодежь, особенно мужчины, женщины, девушки меньше. Так вот, им показывается, так сказать, суровость. Вот так. И в результате, а если учесть, что при Трампе американцы в этот хор вступили, то, конечно, в году, так в 2017 было очень интересно читать все эти разговоры, когда там вот, да, этот самый впавший в старческую деменцию президент, кричали северокорейцы. Это карлик с ракетой, кричали американцы. Единственное, что южнокорейцы, в Южной Корее тогда были дружественная Северокорейской Корее власть. Тогдашний южнокорейский президент день и ночь думал, как бы за бесплатно дать Северной Корее побольше. Это тоже вещь, которую я когда-то нам рассказывал. Страшной вражде Южной и Северной Кореи. Советую посмотреть в любом ООНовском сайте, какие страны были основными источниками бесплатной односторонней помощи Северной Кореи, Южная Корея. Но только когда власти левые. Правые, конечно, нет. Правые ни капельки. Вот такая вот вещь. Опасно ли это? Да, немножко опасно. Опять-таки процитирую
довольно известного южнокорейского деятеля, с которым недавно в частном порядке разговаривал, который сказал, что, конечно, это шоу, да, с обеих сторон. Но ведь, говоря, сказал он, ведь какой-нибудь подполковник в это ведь реально может поверить. А если он еще с женой перессорится накануне? А с той стороны тоже подполковник есть, и он тоже с женой может поссориться. Они нам тут такое устроят, угробят ни за что, ни про что сотню-другую. Вот так. Так что, конечно, мне эти игры, не очень нравятся. И, на мой взгляд, конечно, то, что Южная Корея сейчас пытается в таком же тоне разговаривать, это нехорошо и, на мой взгляд, не очень нужно. Я думаю, даже и северокорейские эти крики, они тоже не очень-то имеют смысл. А уж когда южнокорейцы им начинают именно на уровне официальном подражать, совсем странно и немножко опасно. Все-таки для обычного человека, гражданина, это выглядит довольно пугающе. Да, конечно. Все вот эти высказывания. Конечно. Хотя, повторяю, единственное, назову человека, который я назвал генералом Че, у него фамилия с Че начинается. Он так исходит из того, что все понимают, в том числе и что северокорейские, что южнокорейские военные, дипломаты, разведчики, все, кто отвечают. Но есть низовой относительно низовой уровень, и там людей можно накрутить, а когда две накрученные, так сказать, армии стоят друг против друга, могут быть неприятности. Войны не будет. А неприятности будут. А повторю, реально никакой напряженности-то и нет, вообще говоря. Никаких реально силовых столкновений нет. А периодически даже перестрелок серьезных нет. Вообще. Были мелкие нарушения северокорейской стороной границы, но они, видимо, были случайные. Там Страйбат работал, они там устроят какие-то укрепления дополнительные. Понятно почему, но это отдельная история. Правильно делают, что строят, но понятно почему. Вот Страйбат, так сказать, залез на южнокорейскую территорию, на него, так сказать, немножко крикнули в мочугальник, они ушли. Видимо, нечаянно, реально заблудились, там можно немножко заблудиться в этих местах. Вот, а так-то ничего серьезного нет. И даже то, что воздушные шары посылают с мусором, южнокорейская, то есть северокорейская сторона, как я понимаю, они там подумали, чтобы сделать такое, чтобы выглядело максимально оскорбительно и раздражающе, но не наносило бы никакого физического вреда. Пока от этих шаров, которых там запустили, порядка 3000 из них там, я не помню сколько цифр, просто не знаю даже текущие цифры, 1500, наверное, 2, долетело. Потери-то какой-то машины разбили ветровое стекло, все. Но в южнокорейских СМИ очевидно заметно, насколько люди обеспокоены тем, что им на голову среди бела дня может прилететь раздражает. Шарик с отходами. Да, раздражает. Хотя, повторяю, вреда не будет никакого. Там периодически проверяют, смотрят, там, ничего особенного, просто мусор напихали, фекалии, там, отбросы, а в основном просто там всякую, действительно, реально просто мусор. Вот такой сброс мусора на территорию соседа. То есть даже если вдруг руководство КНДР очень сильно разозлится и захочет напакостить еще сильнее, а зачем? Они не будут посылать эти шары с какими-то вредными отходами? А зачем? Им не нужен конфликт, они к нему не готовы. У них есть проблемы с Китаем, от которого они сейчас сильно зависят, что им не нравится, а китайцам еще меньше. Китайцам нужно статус-кво. А зачем они будут провоцировать конфликт? Они что, такие безумцы, как можно подумать, читая их прессу? Нет, они не такие безумцы. Они совсем не безумцы. Я повторяю, они переигрывали всех и всегда. Главная задача – это обеспечение, конечно, безопасности раз, и дойка, так сказать, выдаивание всех вокруг два, и доили-то они по первой полной программе. Сейчас могу напомнить, что сейчас помню, в 2011, по-моему, году Россия списала Северной Корее долг, который нащелкал там 11 миллиардов долларов. Это долг накопившийся где-то за 80-е годы, потом он долго висел, его списали. Сейчас, я думаю, новый может образоваться запросто. Какой там долг китайцев, непонятно, они не объявляют, но денежки получают Северная Корея. Они разумные люди, зачем им какой-то конфликт? То есть нет, я понимаю, когда он может понадобиться, когда понадобится, будет конфликт.
А сейчас не нужно, значит не будет конфликта. Вот, например, американские выборы. Есть вероятность, что они решат немножко пострелять перед выборами. Почему? Просто напомнить о своем существовании. Потому что вот как-то вот в программах Демократической партии вообще толком о Южной, Северной Корее ничего не сказано. Но сказано как-то мимоходом. Что-то не то. Надо напомнить, что мы здесь, мы хотим договариваться с вами по возможности на наших условиях. Они уже понимают, северокорейская сторона, что совсем на их условиях не удастся договориться, но на то и дипломатия, это шторг, значит, соответственно, попытаются. То есть могут, чтобы напомнить о себе, немножко пострелять незадолго до выборов, так, где-нибудь в октябре. И опять-таки это не потому, что они там ненормальные, а потому что, напомнить. Иногда они в прошлом и ядерное оружие даже взрывали, а сейчас не могут взрывать китайцы, видится. Китайцы, видимо, да и Россия, скорее всего, их, скажем так, сильно попросила не взрывать ничего. И поскольку они очень сильно зависят от китайских, а последний год с небольшим и от российских, еще больше от российских поставок, но с Россией это временно, с Китаем надолго, то они не будут взрывать. Это люди, которые очень четко понимают, что и как нужно сделать. А с другой стороны, если они увидят, что от, скажем, произведения ядерных испытаний у китайцев будут большие неприятности, я вполне представляю, как они придут к китайцам и скажут, что им ужасно хочется что-то взорвать, и что-нибудь попросят, чтобы не взрывали. Они всегда так делают. Все. То есть, с точки зрения Северной Кореи, угрозы, они более эффективны, чем, например, попытаться договориться или попытаться подружиться со своими врагами. Когда как. Просто, а как они сейчас могут подружиться вот сейчас? Потому что, во-первых, все их враги требуют от них отказа от ядерного оружия. А отказ от ядерного оружия для Северной Кореи – это абсолютно неприемлемый вариант. И события последних 20 лет в мире очень хорошо продемонстрировали, что бывает со странами, которые отказываются от ядерного оружия или по своей ли воле, по обстоятельствам прекращают работу над ним. Некоторые страны были. Понятно, что с ними случилось. Вот. И, соответственно, они не откажутся от ядерного оружия совершенно резонно. А пока, скажем, Америка выдвигает это обязательным условием. Вот Трамп, он пытался договориться на условиях де-факто признания Северной Кореи ядерной державой, но при жестких ограничениях на ядерный потенциал. Это вроде бы было приемлемо. Они были готовы договариваться, готовы разговаривать. Не получилось. Вот если сейчас будет опять Трамп, если он опять попытается, они будут пытаться договориться с Америкой о каком-то компромиссе. А если, скажем, будет демократическая партия, то там все четко. Демократы договариваться не будут. Они будут требовать ядерное разоружение, хотя из платформы Демократической партии в этом году это убрали. Но это для Северной Кореи неприемлемо. А если говорить о Южной Корее, то тут вообще ситуация совершенно однозначная. Правоконсервативные силы, которые находятся у власти в Корее, они, в общем, предпочли бы, чтобы Северная Корея исчезла с лица земли. На словах они говорят, что они хотят ее, так сказать, присоединить на своих условиях. На практике они этого тоже не хотят. Они просто не хотят иметь с ним дело. Вот не хотят и все, никак. И вот это одна из задач вот этой риторики воинственной со стороны Сеула, о которой я говорил, это дать еще дополнительно, это дать сигнал Северной Корее, чтобы она, дескать, ни на что не рассчитывала, никаких компромиссов, никаким компромиссом Сеул не готов. Просто игнорировать, притворяться, что там море и никто не живет и вообще никого нет. Все, такой подход. Вот. Так что, как подружиться? Когда у власти в Южной Корее более или менее дружественные, частично даже слегка пропхеньянские администрации это бывало, тогда Южная Корея готова отгружать помощь, и Северная Корея, конечно, всегда рада. Когда те что-то дают на халяву, кто ж против? Они не против. Так что вот. Но это пока не светит. Вот более того, даже если на следующих выборах в Южной Корее, президентских выборах, правые проиграют, и к власти опять придут левые,
повторяю, довольно позитивно относящиеся к Северной Корее, готовые просто в одностороннем порядке давать всякие разные печеньки, то по разным причинам, это отдельный разговор, почему они так хотят, они все равно давать-то не будут, потому что пока американцы и Совет Безопасности, а там Америка ключевой игрок, потому что она может любые изменения в существующем режиме санкций блокировать, значит, режим санкций остается. Потому что без согласия Америки отменить санкции нельзя. Значит, режим санкций остается. Ну, Россия фактически игнорирует, но тоже осторожно. Китай очень осторожно игнорирует. Ну и, соответственно, Южная Корея это санкциям вынужденно подчиняется, потому что это ООНовские санкции. И даже если следующая власть будет левая и готовая, так сказать, что-то там давать Югу, в отличие от прошлых периодов левых администраций, простите, Северу давать, Северная Корея ничего не получит, потому что Южная Корея не будет нарушать санкции. То есть не хотят дать и не могут, потому что что бы они ни дали, это будет нарушение санкций. Любые инвестиции в Северную Корею, нарушение санкций, поставки чего угодно, денежные переводы, даже совершенно безобидные вещи. Ну, кое-что можно, лекарства можно, продовольствие, это может и будет, остальное нет. Поэтому, ну как подружиться? Пока существует нынешний санкционный режим, никто особо с ними, так сказать, дружить не будет, по крайней мере, за деньги, а бесплатно дружить они не хотят. Они что-то хотят за дружбу получать, халявное. Вот. А американская сторона, так сказать, требует, и вообще значительная часть Запада, ядерного разоружения. Для них это нож острый. Это они, в общем, понимают, что в таком случае есть большая вероятность, что их ждет, ну, условно говоря, судьба Ливии, ну и другие страны с похожей судьбой есть, вот, которые имели ядерное оружие, от них отказались. Соответственно, вот так, вот так. Так что, ну и кроме того, там есть еще внутриполитические ограничения на дружбу, потому что излишний активный обмен с внешним миром им опасен. Они просто могут дестабилизировать ситуацию. И даже если будет какой-то обмен, ну, они пытались, это должны быть специальные зоны, там, паспортный контроль жесткий, там только доверенные, проверенные люди, все друг на друга стучат, чтобы не слишком корешились с иностранцами, это не входит в их интересы. Но это отдельное, до этого сейчас не дойдет. Сейчас просто при нынешней ситуации, я уже сказал, что никто с ними дружить либо не может, либо не хочет. Пока руководство Кореи, обеих Корей, США и других стран не найдут точки соприкосновения, потепления на Корейском полуострове ждать не будем. Думаю, что да. Не, ну будут какие-то легкие потепления, как зимой, то когда-то там совсем дубяк, простите за разговорное выражение, когда-то даже вот что-то такое, почти плюс. Вот примерно такая зима будет. Она будет то хуже, то... А изменений я просто не жду, потому что главный, конечно, фактор – это американо-китайское соперничество, которое многие называют новой холодной войной. И в этом соперничестве Северная Корея является очень важным игроком. С точки зрения Китая, Северная Корея – это буферная зона, которую нужно поддерживать. Они не очень любят Северную Корею, а Северная Корея тоже не очень любит Китай. И конфликтов там много. И сейчас идет очередная полоса конфликтов, где-то с начала 2024 года. Но при всем при том, Китаю нужно, чтобы там сохранялась стабильность. Пока Китай и США находятся в плохих отношениях, а это, я думаю, на десятилетия, я думаю, это очень надолго, то Китай будет поддерживать Северную Корею на плаву. Опять-таки, симпатий особых нет, просто будет им оказываться ограниченная помощь, ну, в таком масштабе, в таком размере, чтобы Северная Корея вдруг не начала разваливаться. Северная Корея будет ее принимать, ну и искать какие-то другие варианты. Они, в принципе, готовы договариваться с Америкой, повторяю. И, скажем, при Трампе небольшие, но реальные шансы на компромисс есть между США и Северной Кореей. При другой власти нет. Вот примерно так, примерно так. А так это все надолго. Я думаю, что мы сейчас в ближайшие 10-20 лет будем жить в условиях, ну, скажем так, довольно малых контактов между Северной Кореей и внешним миром. Не случайно, вот когда началась эпидемия ковида, там было до этого 23-25 постоянных посольств, осталось 7-8, и сейчас они, в общем, обратно посольства почти и не берут.
Ну, только южноамериканские посольства, Да, Бразилия да, да. недавно вернулась. Нет, несколько еще приехало, там вот монгольский посол, еще несколько, но они западные посольства не берут. И не о серьезном восстановлении каких-то контактов, кстати, с международными организациями тоже, в общем, речь не идет. Там вот делегация ФАО съездила, но по слухам, потому что ФАО сейчас председательствует Китай, поэтому они и согласились взять. Потому что с китайцами ссориться не надо. Да. Вот. А так я думаю, что нас ждут периоды изоляции и определенных, так сказать, напряженностей. Причем я звучал, так сказать, то, что я сказал, звучало довольно успокоительно, что пока вот нет необходимости, конфликта не будет. Но я вижу сценарии, при которых необходимость возникнет, и тогда будет конфликт. Может быть, даже до очень серьезного. Я вижу сценарий и новой Корейской войны. Хотя не сейчас, не сейчас. К ней Север не готов. Поэтому ее и не будет пока. Это при каких условиях такой сценарий возможен? Ну, если они создадут достаточное количество, достаточно разместят межконтинентальные баллистические ракеты, если они разработают то, что не совсем точно называются тактическим ядерным оружием, то есть ядерное оружие малой мощности, оно сейчас делается в основном, как я понимаю, на базе термоядерных устройств, то есть реально применимых на поле боя. Они пока еще и, ну, МБР у них есть, но по МБРам есть вопросы. То есть, да, они запускают прототипы, но есть некоторые сомнения в их практической применимости и в их способности развернуть их реально. Вопрос времени. Они смогут, но не сейчас, скорее всего. А с тактическим ядерным оружием там вообще непонятно. Ну, тоже сделают, но не сразу. Вот, соответственно, вот когда это сделают, то они могут, конечно, попытаться использовать МБР для того, чтобы не допустить американского вмешательства в конфликт, а потом начать давить на Южную Корею и навязать ей либо какую-то, скажем, полукапитуляцию, либо просто разбить. Но это вариант очень отдаленный. У них, во-первых, для этого нужно еще 15-20 лет создать материальную базу, а даже когда они создадут, не факт, что они захотят это делать. Потому что наличие возможностей вовсе не означает, что эти возможности будут реализованы. Но могут быть какие-то другие, например, варианты. Например, конфликт вокруг Тайваня. Если он начнется, тогда китайцы будут, по-видимому, очень сильно давить на север, чтобы создать, ну не то чтобы это второй фронт, но некое такое вот отвлечение. Это тоже возможный вариант. Вполне возможный вариант. Что еще может быть? Ну, еще разные могут быть варианты. Вот я уже мимоходом упомянул такой небольшой вариант, организованный с выборами в США, может произойти. То есть не означает, что все тишь да гладь и навсегда, но все конфликты происходит не потому, что северокорейцы такие безумные, агрессивные, непонятные товарищи, а потому что вот в данной конкретной ситуации у них есть конкретная необходимость применить, ну, какой-то уровень прямого насилия. Для решения иногда каких-то текущих, совсем малых, так сказать, совсем текущих задач, иногда для достижения каких-то больших целей, по-всякому. Но пока я говорю, вся эта замечательный обмен криками, за этим нужно наблюдать, как за ссорой двух торговок на рыбном рынке лет 150 назад. Говорят, они тогда страшно ругались, судя по классической литературе. Мы все смотрим длинную драму, да. длиной в жизнь. Я думаю, что даже с вашим возрастом вы более-менее всю свою жизнь будете эту драму смотреть. Я думаю, это очень надолго. Можем ли мы немного затронуть недавнее такое охлаждение в отношениях между Кореей Северной и Китаем? Ну, временное, да, есть такое. Да, то есть тут любопытный был прием в июле месяце в посольстве. В прошлом, по поводу годовщины договора и между Китаем, базовый договор определяющих отношений, в 1961 году был подписан. Вот. И в прошлом году на этом приеме был зампредседателя Верховного Народного Собрания, ну как бы вице-спикер парламента. В этот раз северокорейцы отрядили туда ректора университета, самый высокий. Китайцы аккуратненько убрали памятные таблички там, где Си Цзиньпин в весной мая 2018 года встречался с Ким Чен Ыном. Были там таблички, все.
все, таблички убраны. Вот, значит, есть, так сказать, разные данные, расходящиеся в деталях, но все, в общем, согласны, что китайцы начинают отправлять обратно корейских рабочих. Ну, там есть трение. Почему? Ну, тут корейцев, у северокорейского руководства, да и у народных масс тоже, отношение к Китаю не очень хорошее. Китайцы, соседи Китая вообще-то не любят. Я уж не буду говорить, заслуженно не любят, незаслуженно, просто потому что он большой, боятся его, завидуют ему, реально боятся. Это хитрые материи, и я их не затрагиваю. Но я просто констатирую факт. Соседи Китая Китай не любят. Поинтересуйтесь, что думают о Китае японцы, вьетнамцы, монголы. Вот. И корейцы северные, особенно северные. На юге отношение к Китаю было раньше более позитивным, сейчас оно ухудшилось резко, во многом потому, что к нему относились свысока. Южнокорейцы смотрели на Китай так, с легким прищуром ироническим. А сейчас, конечно, и на юге отношение плохое. Ну вот, соответственно, есть эти опасения. А у руководства уже помнит, что, так сказать, все эти материалы, так сказать, все документы опубликованы уже и советской стороной, то есть уже российской и китайской, как, скажем, в 1956 году Китай пытался вместе с СССР заменить, например, северокорейское руководство, убрать нынешнее семейство Ким от власти. Была такая попытка в августе-сентябре 1956 года предпринята. Как Мао Цзэдун там говорил, что Ким Ир Сен там предатель типа Ли Сен-мана. Смотрите, запись беседы с Юдином опубликована. Все вполне. Юдин, для справки, советский посол в Китае в 1956 году. Как там по матушке Ким Ир Сена нес Мао Цзэдун. Интересно было. Вот, соответственно, понимаете, к Китаю есть опасения и недовольство. И сейчас, когда в связи с поставками боеприпасов в Россию, из России идут довольно большие деньги, а по куче косвенных признаков мы видим, что деньги из России идут большие в Северную Корею. Но достаточно, например, сказать, что за последний год на рыночный курс вона к доллару, вон упал в 2 раза. А с 8 тысяч примерно до 14,5-15 тысяч вон за доллар северокорейских. Это много. И сразу, чтобы не было сомнений, это не курс у каких-то барыг, потому что курс, по которому вы будете менять официально деньги в банке, он подстраивается под этот. Это больше как курс на рынках, и это и есть официальный курс. Он фактически, да, как вы знаете, он и есть официальный курс. Де-факто он и есть официальный курс. Так вот, он упал в 2 раза. А цены на продовольствие даже немножко снизились. И причем показательно, что, например, значительное снижение на пшеницу и на пшеничную муку. Ну, извините, понятно, откуда поступает пшеничная мука на Корейский полуостров, где пшеница отродясь не выращивалась. Так вот, из России она поступает. То есть, видимо, довольно большие поставки, и северокорейцы в этой связи решили, поскольку к России это отношение очень позитивное в Северной Корее, и куда более позитивное, чем к Китаю, и престижа большим. Соответственно, они, видимо, решили, что пока вот идут эти денежки из России, можно позволить себе немножко отойти от Китая. Но обратите внимание, они же все-таки, повторяю, они знают, что делают. Северокорейские дипломаты понимают, что Китай-то все равно никуда не денется. Да, они сейчас чуть-чуть отодвинут. Да, они немножко, так сказать, покошмарят слегка этнических китайцев. Кстати, очень богатых людей, которые имеют право на... Китайцы это вообще единственная. Китай это единственная страна, жители, граждане которой могут получать ПМЖ в Северной Корее. То есть там... Формально 5100 проживает китайцев, причем они имеют возможность свободно ездить в Китай, там они на челночных операциях поднимают совершенно как минимум, бешеные деньги. Вот их немножко кошмарят сейчас. И, естественно, китайцам это не нравится, но северокорейцы понимают, что они в любой момент могут вернуться, и китайцы, поворчав, возьмут их обратно под свое крылышко и будут и дальше их помогать. Почему? Потому что Китаю, в общем, Северная Корея важна как буферная зона. И что бы Северная Корея ни делала, ну в определенных пределах, китайцы это все проглотят. И северокорейцы это отлично понимают. Пределы они нарушать не будут, а вот постараться как-то снизить потенциально опасное китайское влияние, может даже немножко и сорвать эмоции. Вполне. Можем ли мы считать недавний визит
Путина в Корею и подписание военного партнерства победой северокорейской дипломатии. Ну, северокорейцы считают так. На пресс-конференции в ходе визита Ким Чен Ын употребил слово «военный союз» 3 раза, а Путин ни разу. Но они так считают, да. Знаете, я по этому поводу скажу, так сказать, сейчас точные цифры не помню, но данные переписи России, населения в России показывают, что количество женщин, которые считают, что они находятся замужем, несколько так ощутимо превышает количество мужчин, которые считают, что они женаты. Вот это к вопросу об отношениях. Так что, ну да, они, наверное, могут так чувствовать. Отношения сейчас, конечно, сблизились, потому что есть вот эта потребность у одной страны в боеприпасах и в целом ряде военного и околовоенного оборудования, которое Северная Корея производила для себя, может, не очень высокого качества, но они продают, не думали, что это когда-нибудь удастся продать. Они вообще для себя это делали, и вдруг такая красота. Можно денежку получить. Радуются. Вот. Но долгосрочно, ну, понимаете, военный союз, о котором все говорят, ну, он с Китаем тоже есть. Но ведь его никто вообще всерьез это не воспринимает. А долгосрочные отношения, там серьезные проблемы. Там с долгосрочными отношениями всегда плохо получалось. Долгосрочные экономические связи Россия, Северная Корея, СССР, Северная Корея всегда работали, когда их субсидировали из бюджета. Просто экономики несовместимы. То, что Северная Корея может выгодно продавать на международном рынке, то есть то, что у Северной Кореи имеет смысл покупать, все это России не нужно. Ну, уголь, например. Ну, зачем нам уголь? Зачем нам северокорейский уголь? Или, минтай. Ну, конечно, очень нам нужен корейский минтай в товарных количествах. Рабочие нужны. Вот с рабочими все в порядке. Так что я думаю, что долгосрочное на базе, так сказать, вот коммерческой взаимовыгодности партнерство, как всегда, не получится. Что меня беспокоит, не раз уже это мы видели. Сначала идет вот волна ожидания. Я вот 4 волны такие помню. 40 лет занимаюсь Северной Кореей, 4 волны. Она где-то годика 2, максимум 3 длится. Сначала какие-то совершенно раздутые, абсолютно нереалистические представления, потому что люди, которые это делают, они в газетах прочли, не поняли, поехали. Потом идет разочарование, и в результате с водой выбрасывается ребенок. То есть области, в которых долгосрочное сотрудничество России и Северной Кореи, экономическое сотрудничество возможно и взаимовыгодно. Например, логистические проекты. Вот сейчас есть один, это использование порта Раджин. Там вот сидит дочка российских железных дорог, Росонкомтранс, которую чудом не закрыли. Ее реальные совладельцы с российской стороны, в общем, намного там за свои деньги держали. Да? Вся эта история мне немножко напоминает историю с аэродромом, если помните, который заброшенный аэродром, там человек собственными усилиями его поддерживал, а потом там совершил вынужденную посадку самолета. Ну, это немножко такое получалось. То есть закрыли бы, если бы не энтузиазм небольшой группы людей, у которых, к счастью, были деньги не очень там, по меркам бизнеса это не очень большие деньги, чтобы это все держать на плаву. И вот сейчас оживилось. В принципе, использование северокорейских портов, обмен рабочей силой, 100 тысяч северокорейских рабочих в России, да запросто. 200 тысяч. Ну, найдут ли северокорейцы 200 тысяч? Вопрос. Ну, могут. Больше вряд ли уже. Замечательно. В принципе, если к делу подходить здраво и без головокружения, можно, например, налаживать сотрудничество в области легкой промышленности. Но там свои вещи, там нужно много чего решать конкретного, чтобы российской стороне был, так сказать, контроль над заводами, над качеством, чего северокорейцы очень не любят давать. Они это китайцам дают, и то потому, что, так сказать, у китайцев есть в Китае большое меньшинство этнических корейцев. В России они тоже есть, но российские корейцы уехали из Кореи 200 лет, ну так, не 200, 100-150 лет назад. А китайские-то уехали недавно, у них живут рядом, у них связи сохранились. Поэтому они по этим связям работают, у нас таких связей нет. Еще какие-то есть возможности. Можно, например, все-таки рискнуть сунуться в горнорудную промышленность, потому что кое-что там есть интересное. Вот. Но только не надо рассказывать о редких металлах. Вот не надо, редкоземельных не надо. Эти песни я слышу полвека. Ну, полвека все-таки нет, 40 лет я их слышу. Так вот, значит, это отдельная песня, редкоземельные металлы.
Значит, ну, есть вещи, которые вполне нормальные, которые вполне можно делать. И я просто боюсь, что когда произойдет некое, так сказать, охлаждение, разочарование, об этом забудут. А так какое-то умеренное сотрудничество возможно вполне. Если мы немножечко отойдем от таких масштабных проектов, в последнее время очень часто попадаются новости про обмены делегациями в области здравоохранения, сельского хозяйства, МЧС. Это что? Это больше как северокорейские специалисты получают какое-то менторство и образование в России, или же все-таки это как сотрудничество тоже? Ну, очень мало. Если вы посмотрите, на мой взгляд, это как раз изображается активность в тех областях, где можно хоть что-то сделать, области побочные, области с очень маленьким, так сказать, реальным, так сказать, капиталом, но там хоть что-то можно сделать или можно отрапортовать. Отправить там 20 студентов, 30 студентов, хотя бы отправил 200 и 300. Ну, 20-30 там студентов, и написать, что вот у нас там пошел обмен студентами. Там. Организовать какое-нибудь совместное изучение какой-нибудь кукурицы болотной сероклювой. И еще вот мы теперь там в экологии сотрудничаем. Ну вот недавно Россельхознадзор отправил несколько козочек. Ну, нет, козочки, они там, да что козочки, семейство Кима, вообще высшая северокорейская аристократия, эти высшие семейства, которые правят, у них есть традиция, интересно, кстати, откуда она взялась, это отдельная история долгая, сейчас не буду рассказывать. Они очень любят верховую езду. Но это якобы от Ким Ир Сена, там в действительности все не так. Но вот они на орловских рысаках вообще всегда ездили. Орловские рысаки – это как бы основная, так сказать, вот когда там Ким Чен Ын рассекает на скакуне вместе со своим семейством, иногда даже перед телекамерами, там на орловских рысаках рассекает. Козочки серьезно, потому что налаживать молочное животноводство на базе коров для Кореи – это дело сомнительное. Просто по природным качествам. А вот козы, они там всегда были. Козье молоко, оно всегда было до какой-то степени частью, и продукты из него. У корейцев очень многих проблемы с лактозой, с усваиваемостью лактозы, но ферментированное можно вполне. То есть, да, вот такие варианты. Кроме того, вот во время визита были разговоры о строительстве больниц, это хорошо. Больницы всегда хорошо, это и людям помогают, и пиар, и все такое в Пхеньяне. Тем более, что они там все своими силами долго-долго строят больницу, никак построить не могут. Ну, может, так сказать, с российской помощью сделают. Вот, так что, но все эти разговоры, там, спортивные, там, я не знаю, там, Владивостокское отделение Мариинского театра там выступило с концертами, в конце июля дело было. Нет, вру, в конце июня. Помнится, да. Не помню, да, где-то, по-моему, в конце июня. Ну, где-то очень несколько месяцев назад, точно не скажу сейчас. Вот, так что вот такие вот простенькие культурные обмены студенческие, это то, что галочку можно поставить, потому что, повторяю, что с серьезным экономическим сотрудничеством гражданским, существуют очень серьезные затыки, серьезные пробочки, которые никто не знает, как вынуть. Их уже много десятилетий пытаются, и в общем никак не получается. Потому что то, что корейцы могут продавать дешевле и лучше, такие есть товары, которые Северная Корея производит дешевле и лучше, чем, скажем так, средневзвешенная страна. Они нам не нужны. А они, конечно, купили бы все, что угодно, но они платить иногда не хотят, иногда не могут. Иногда нечем, а иногда денег жалко. Особенно, когда рядом есть китайский рынок, где то же самое, качеством похуже, но много дешевле. Так что я так думаю, что вот эти вот все разговоры, контакты природоохранно-образовательные, это больше такая, ну, если не то чтобы дымовая завеса, но вот нечто для галочек. Недавно Кореотур опубликовала, что руководство Северной Кореи готово принимать туристов с декабря этого года. Почему до этого момента они принимали только российских туристов? Они и сейчас будут принимать только российских. Я бы поправил ваш вопрос. Недавно руководство Кореотур в очередной раз опубликовало сообщение о том, что в ближайшем будущем начнутся туры. Я это уже слышал и не раз. Они периодически, Кореотурс конкретно, они периодически сообщают, что вот сейчас, типа, хватайте, мешки, вокзал отходит.
Зачем это горячие делается? пирожки Ну, раздают. может быть, это, да, выдают желаемое за действительное. Может быть, чтобы их туристы не разбежались. Клиентская база – это наше все в турбизнесе. Вот. То, что они там порассказали, у меня вызывает очень большие сомнения. У людей, занимающихся турбизнесом, вызывает еще большие сомнения. Открытие посреди зимы района Самджион, куда они не любят вообще возить иностранцев, без открытия Пхеньяна. Кроме того, повторяю, эти сообщения, именно Корю Турс, ну, делает, ну, так, ну, кому интересно, погуглите. Если я не ошибаюсь, это третье сообщение. Предыдущие два не подтвердились. Пока позиция достаточно четкая. Они принимают только российских туристов. Китай, при том, что российских туристов там много быть не может. Но количество туристов, ну вот в прошлом до ковида несколько тысяч человек в год. Сейчас, если очень постараться, видимо, можно довести до, может быть, небольших десятков тысяч. Это, в общем, незначительное количество. А китайцев нет. Причем почему нет, непонятно. Основная версия, что северокорейцы не берут. Но ходят и слухи, знающие люди говорят, что китайцы не хотят. Повторяю, что они сейчас в Китае в такой легкой размолвке. Не ссора, но легкая размолвка. И когда корейцы делают что-то, что Китаю не нравится, ой, не надо китайцам делать то, что им не нравится, они вовсе не пойдут, горько вздыхая и утирая самое, значит, лоб и воздымая очи к небу, они ответят вполне так симметрично, да еще. И вот возможный вариант, что поскольку практически единственным источником туристских денег последние 15-20 лет были туристы из Китая, туристы из России это вообще микроскопическая величина, туристы с Запада, их побольше было, но тоже мало, они, правда, много тратили, но все равно в общем балансе они были очень маленькая часть занимали. Это китайские туристы. И вот китайских туристов пока нет. И неизвестно, то ли это китайцы наказывают Северную Корею слегка, так сказать, по рукам дают. То ли это северокорейцы продолжают свою линию, что вот никого, кроме русских. Сейчас надо сказать, что северокорейская линия, она такая очень предпочтительная к России. Такая вот, подчеркивается, что вот никому нельзя, а русским можно. Опять-таки, я бы не стал это переоценивать, но отметить это надо. Так что западные туристы, я вообще не удивлюсь, если его лет 5 не будет там. Западного туриста. Посмотрим. Я абсолютно могу оказаться неправым, но вот эти вот сообщения Корю Турс мне не кажутся достоверными. Особенно на фоне, допустим, практически полного отсутствия дипломатических контактов и нежелания северокорейской стороны восстанавливать даже ограниченные дипломатические контакты. Даже нежелание возвращать работников гуманитарных организаций. Да, конечно, так это все проходит по линии. Дипломатические контакты у них два, так сказать, аспекта. Первое, это вот, как вы сказали, разнообразные гуманитарные организации. Вот единственное, что съездила делегация ФАО, но я, по-моему, уже упомянул, что ФАО это сейчас председательствует Китай. Красный Крест посылает туда материалы, но персонал не впускают. То есть они принимают, ну, недавно там на 4 с лишним миллиона порций вакцин приняли, например, потому что они не проводили плановую вакцинацию довольно долго по ряду заболеваний. Но по большому счету они не пускают иностранного персонала, а он им сейчас не нужен. Раньше они пускали, потому что у них была мысль, что они будут торговать со всем миром, а сейчас не получается, потому что, ну договоришься, а дальше что? Никто же с тобой торговать все равно не может из-за санкций. Есть люди, которые готовы торговать. То есть, когда рассказывают это ужастики о том, что Северная Корея была под санкциями, вообще до 2006 года там были некоторые западные фирмы, аккуратненько туда вкладывались. Тот же British Tobacco, это табачное производство, сигареты, британская компания, они значительную часть своих красивых, там, уж не знаю, какие у них там бренды, не знаю, я человек не курящий, вот, они в Северной Корее делали. Дешевая рабочая сила, потом продавали, да, совершенно спокойно. Вот, там, значит, то немцы, они там с Израилем даже хотели договориться насчет добычи золота. У них есть золотые месторождения, такие довольно сложные геологические. И они
китайцев и нас тоже, кстати, не пускают. Они западников хотят. Там разные фирмы тоже. Немцы работали реально. С Израилем пытались договориться, не договорились. Так что, короче говоря, где-то до конца нулевых, до начала ядерных дел, там работало сколько угодно западных. То, что там было их мало, не из-за того, что это было запрещено и санкции боялись, потому что это было очень логистически сложно и так далее. Но это все давняя история. Сейчас реально санкции есть, и они очень жесткие. И пока их не снимут, никакого контакта с внешним миром, ну, экономически выгодного контакта не будет. А если в этом нет гешефта, то северокорейская сторона не будет заниматься этими делами. Смысла нет. Давайте подведем небольшие итоги Да. главных основных принципов северокорейской дипломатии и, наверное, основные победы Да, победа северокорейской огромных. дипломатии. Побед нам не Давайте хватит. Победы у них много было слишком, чтобы их все перечислить. Только самые крупные. яркие. Самые яркие то, что в условиях, что в конце 50-х годов страна, которая была создана в общем-то, советской армией при поддержке снизу. Это была советская оккупация, но она была популярная оккупация. Это было сочетание революции и оккупации. Но все-таки советская армия. Страна, четверть руководства которой, под руководством в данном случае я имею в виду личный состав ЦК ТПК, примерно четверть это советские корейцы с советскими паспортами, отправленные туда по линии армии, КГБ, партии и так далее. Страна, в которой, кстати, все спецслужбы руководители это были советские корейцы. Страна, в которой, а армией руководили китайцы. Вот страна, которая вроде бы была так зависима, в течение 3-5 лет, в середине, конце 50-х годов, сумела перерезать аккуратненько все линии контроля, удалить, иногда физически ликвидировав, а чаще всего выслав просеверокорейские, просоветские, просоветские и прокитайские деятелей и установить и начать вести себя абсолютно самостоятельно. С другой стороны, сделали они это так, что они не лишились доступа к советской и китайской помощи. Она сократилась, но осталась довольно значительной. Затем, в условиях очень сложного советско-китайского конфликта, Советский Союз и Китай чуть не, собственно, и воевали вокруг острова Даманский, там в Казахстане конфликты в конце 60-х. Северная Корея, во-первых, не оказалась втянута в этот конфликт, даже косвенно, а во-вторых, сумела на нем заработать, получая опять что китайские, что советские деньги. Затем, и это все было довольно сложно, например, в условиях, скажем, наличия в стране определенных китайской общины, как ее урезонивали, это еще отдельная тема и так далее. Причем урезонивали жестко, но не слишком жестко, чтобы китайцев не злить. Все вот всегда было очень взвешено. Дальше, в 70-е годы. В 70-е годы страна с, в общем-то, малюсеньким ВВП, они, конечно, были не в таком плачевном положении, как последующий период, ну, мягко скажем, не Кувейт. Они сумели превратиться в довольно заметного игрока в движении неприсоединения. Воспринимались, ну, не то чтобы как главный, но как один из весомых лидеров движения неприсоединения. Дальше они ухитрились пережить кризис падения, распад Советского Союза и полное внезапное прекращение помощи и менее жесткое, но тоже сокращение помощи китайской, после нескольких очень сложных лет, в ходе которого поумирала куча народа, но никаких волнений не произошло. Но насчет волнений это партийно-пропагандистская работа и славная работа органов внутренней безопасности. Но помимо этого они довольно быстро ухитрились начать переподключиться на помощь от стран Запада. 1994 год они заключают соглашение, так называемое базовое соглашение Женевское с США. Там реально косвенно задействована Япония, ну, весьма сильно задействована, косвенно, но сильно Япония и Южная Корея, и эти страны довольно быстро превращаются в их спонсоров, потому что как раз вот начинается голод, и буквально через 1-2 года они сумели организовать поставки помощи, причем от кого? От стран, с которыми они технически, формально находились в состоянии войны. Это ж не круто ли? Это ж круто. Вообще это шедевры, это какие-то чудеса, это вообще... Не знаю, там прыжок, я не знаю, сколько там у нас фигуристы прыгают, самые крутые, сколько оборотов сейчас. Вот, 4, да?
4 оборота, вот они 5 оборотов Если магия прыгают. существует, то это Да, будет это в собрание главных магов на планете, это МИД и международный отдел, в основном МИД, Корейской Народно-Демократической Республики, и так далее, и так далее, и так далее. Их представления о мире. Ну, во-первых, они, конечно, подходят к миру очень малоидеологически. Почему с северокорейскими дипломатами одно удовольствие говорить? Ну, я процитирую тут Асмолова Константина Валерьяновича. Я забыл, мне всегда для меня Кости, я вдруг вашу... Константин Валерьевич. Валерьянович, это не Валерьевич, я вдруг, да, испугался, хорошо. Вот у него есть замечательный бонмот, он вообще очень такие афоризмы выдает классные. Но вот я его один из многих афоризмов процитирую про то, что он говорит, что все считают, что что северокорейцы это безумные фанатики, а американцы это расчетливые циники. Так вот, плохая новость заключается в том, что все ровно наоборот. Так вот, значит, в отличие от, скажем, западных и южнокорейских дипломатов, эти люди мало идеологичны, если у них есть идеология, это, скажем так, лояльность своей стране, причем ее северной половине, то есть им, собственно, КНДР, это люди, способные к очень долгосрочному планированию, очень хорошо понимающие, как работает мир, в то же время воспринимающие весь мир как, ну, такую более-менее банку с пауками. То есть для них в их восприятии такой ультрареалистический подход. Есть такая школа научная в теории международных отношений, вот там Мейшхаймер, допустим, вот они такие ультрамейшхаймерианцы, да, то есть каждый сам себя. То есть, соответственно, вот такое вот отношение. И, в принципе, повторяю, это очень мощная дипломатическая школа. Очень мощная дипломатическая школа. Спасибо огромное за беседу. Давайте. Как всегда, было с вами очень приятно общаться. С удовольствием.